Друзья, те, кто, в отличие от меня, в каком-то смысле со вниманием и переживанием следит за ведением боевых действий, наконец-то пришла хорошая новость, так что где-то я вас поздравляю. Причем она не первый раз приходит, она приходит третий раз, то есть уже троекратное ура. С начала боевых действий Минобороны в очередной раз отчитывается о полном захвате территории ЛНР. Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение Луганской Народной Республики, говорится в сводке российского военного ведомства. Так что, ну вот, так можем часто много всего захватывать, не сходя с места, что называется, да, ну, если бы стоять на этом месте. Утверждается, что ВСУ потерпели поражение также в районе Грушевки, Гусинки, Маяка, Моначин, столько всего, они там столько... Сплошные поражения терпят. А тут Роскосмос уезжать собрался. Роскосмос, вы куда? Вот прошлая новость была, Роскосмос на Урал сдергивает из-под Москвы. Тут же, как бы, что происходит-то? Потому что все разбегаются в разные стороны. Это, знаете, мне стояние на Угре напоминает, если кто-то знает из истории, да? Когда татаро-монголы стояли, значит, русичи стояли, там показывали друг другу всякие неприличные места, потом как-то раз, и вдруг с утреца речку прихватило льдом. И, естественно, преграда пропала. И они ломанулись все в разные стороны. Ну, в мире собак тоже такое бывает, да? Как дверь открыли, помните, был, ну, кто-то, может, это попадался, такая запись, собака лает прямо на другую, за дверью стеклянной. Хлоп, дверь открылась. И она такая, вот, блин, диалог сломался весь. Я к чему? К тому, что, в общем, так что-то происходит, не очень понятно что. Украинский Азинт-проект Deep State не подтверждает захват УК, а вот они не подтверждают Харьковской области. И отмечают, что его на карте как полностью контролируемый украинскими военными. Все он сильно контролируемый, мне кажется, просто район, просто его все контролируют. Мне кажется, его даже Роскосмос контролирует, ну, да, большой видится на расстоянии, поэтому они подальше от Москвы сейчас отъехали, ну, вот, отъезжают на Урал, чтобы они с Урала хотят его контролировать. Еще в июне 25 года назначенный Россией губернатор региона Леонид Песенчик, Песечник, он говорил, что территория ЛНР освобождена на 100%. Он говорит, освобождена. Вот так, вот он освободил. Может, он не уточнил просто, от чего или от кого она освобождена. Может быть, от мирного населения она освобождена, я уж не знаю. Да, опять же, то есть, вот так вот человеку предъявишь какой-то претензию, что ты несешь-то, да? Что ты, черт возьми, такое несешь? А он скажет, а я о клопах и мышах, может быть, да? Мало ли, что он имел в виду. Никто же не знает, что он... Я просто не знаю, может быть, там есть полная цитата, и понятно, что он имел в виду. А может быть, непонятно. Впервые об освобождении Луганской области тогдашний министр обороны Сергей Шойгу докладывал Путин. Он говорит, товарищ Путин, значит, смотрите, что происходит. Еще в 22 году, еще в 22-м и все там освободили. Там все уже освобожденное вообще. Осталось только как Чернобыль саркофагом накрыть, так сказать, чтобы все это освобожденное, значит, не портило атмосферу. После оккупации Лисичанска и соседних населенных пунктов. Он говорит, все, товарищ Путин, все, значит, освободили. Мне кажется, вы знаете, мне кажется, здесь какое-то освобождение имеет некий... Я еще раз, я не знаю, кстати, поправляйте меня, я не очень в курсе. Может быть, в этом какой-то сакральный смысл, может быть, это как паломничество такое. Вот каждый должен пойти и разочек освободить. Вот в очереди стоят, там еще, может быть, какое-то количество товарищей. Они то, что я освободил уже, да, знаете, вот бывает, стучаться, свободно. Вы говорите, занято пока, вот так. Вот там, мне кажется, они стучатся, да, и все время там свободно, да, а до Кремля, может, доходит только часть фразы. Вот, пока, значит, свободно, а там на самом деле занято, понимаете? Вот, потому что из-за двери не слышно, что отвечают-то. Он стучит свободно, а там, свободно, понимаете? Тоже подбежали, а тут очередь, вот так. В советское время такое часто было, подбежишь, а там очередь, вот так. Что-то выкинули в магазине, что еще неизвестно, а очередь уже стоит, вот так. Вот, так что пока непонятно, что освободили, но очередь уже есть. Так что все как обычно. Так что мне кажется, стабильность 100%. Вот не знаю, если я правильно понял, никого не хочу обидеть, но я просто нифига не понял. Увидимся.